Приветствую всех на канале, я Наталья, и сегодня я хочу вам показать, как сделать вот такой интересный дизайн. Все очень просто и легко, смотрится очень интересно. Для сегодняшней работы мне, конечно же, понадобится сама заготовка, которую я буду декорировать, кусочек флизелина, можно использовать тонкий фетр, также цепочка, она у меня 2,5 мм, и вот такая брошка, и, конечно, клей. И цепочку я нарезала на вот такие отрезки. У меня это 9 звеньев. Я просто беру, отсчитываю по 9 звеньев. Раз, два, три, четыре. И подрезаю. У меня в данном декоре 11 отрезков. Конечно же, отрезки можно делать длиннее, можно короче, можно увеличить или уменьшить их количество. Так, и пока у меня тут ничего не склеено, я покажу, как это выглядит. Вот как выглядит. И специально не склеивала, чтобы у меня сделать две одинаковые детали. Я беру свой кусочек, вот так перегибаю пополам. Так, сейчас я примерю вот эту. Вот таким образом. И вот мне надо, если вы делаете сразу два, то, конечно, так делать не надо. Вы сразу можете отрезать сразу два, не надо ничего измерять. И вот так под углом я отрезала. Еще раз измерю. И чуть-чуть покороче. И вот что у меня получилось. Я сразу вымеряю, чтобы у меня два одинаковых кусочка было. И вот эти уголки я просто подрезаю, чтобы они мне не мешали. Вот что получается. Чтобы мне было удобнее работать, я все цепочки повернула звеньями вверх. И теперь беру клей и на уголок подклеиваю центральный отрезок. По каждую сторону у меня расположены по 5 отрезков. Теперь я наношу клей на одну сторону и укладываю следующие 5 цепочек, поднимая их вверх. Вот таким образом. И также я поступаю со второй стороны. Так, что-то прилипло мне к пинцету и мешает работать. Вот таким образом. Немного прижимаем и даем закрепиться. Эта сторона у меня подсыхает. И сейчас я вам покажу, как дальше действовать со второй стороной, которая у меня уже приклеилась. Я беру иголку и мне надо закрепить. Здесь я беру иголку, нитку в одно сложение. Закрепила. Первый вот этот стежок сделала. Первое звено просто закрепляю. Теперь назад иголка проходит у меня к следующему звену. Можно так сказать, шов у нас идет назад иголкой. И прохожу назад, закрепляя звено. Так, у меня тут зацепилось. Вот, и все звенья у нас будут закреплены. Снова иголкой теперь перехожу к следующему звену. Конечно, можно не пришивать, но я всегда страхуюсь, если что-то можно пришить, я всегда пришиваю. Просто одной ниткой я закрепляю все вот эти первые звенья. Так, зацепился пинцет.
Так, где-то нитка запуталась. Что-то вот. И так продолжаю подшивать все отрезки. И вот что у меня получилось. У меня все надежно приклеено и пришито. И что я делаю дальше? Теперь я примеряю свои цепочки к игрушке и смотрю, насколько у меня будет закрывать моя брошка. Конечно, когда мы делаем узор или вот клеим цепочки, мы всегда как бы сравниваем с брошкой, чтобы посмотреть, насколько у нас все будет закрывать. Если это идет у вас под другим углом, то, конечно, мы будем делать под тем углом, который идет брошка. Я вижу, что здесь мне немножко можно подрезать лишнее. Вот таким образом. Снова я примеряю. Вот так у меня будет пришита брошка. И как вы видите, отрезки будут вот так играть, и ничего мешать не будет. И все будет крепко, надежно закреплено. Конечно же, при выборе вот этой формы, именно вот этого скоса, я отталкивалась от брошки, чтобы когда накрыть, не было видно ничего. Поэтому вы сравниваете свою брошку с своим декором. Я примерила и еще немного подрезала. И буду располагать, ну, может быть, практически под бантик. Сейчас у меня нагреется пистолет, и я вам покажу. Так, сейчас закреплю и придвину поближе. Вот, можно сказать, под самый бантик. Затем я опущу вот эти края бантиков, и все будет прикрыто. Вот таким образом все будет пришиваться. Так, пистолет у меня еще не нагрелся. Сейчас нагреется, и я вернусь к вам. Ну что ж, мой пистолет нагрелся. Теперь после примерки я придерживаю все вот так пальчиками и просто отодвигаю и наношу сюда клей. Вот прямо вот таким треугольником и наношу. И все подклеиваю. Следим за тем, чтобы не попало на бантик. Горячий клей очень хорошо все склеит. Если вдруг где-то что-то не подклеилось, отодвигаем. Так, аккуратненько. И все подклеиваем. И теперь нам остается пришить брошку. И покажу, как пришить брошку. Мы примеряем и смотрим, где примерно у нас отверстие, через которое мы можем пройти иголкой. Вот у меня вот здесь. Я закрепляю иголку. Немножко неудобно, тут все сразу, но все возможно. Так, закрепила. И теперь вот мои отверстия. Вот здесь прохожу через брошку и вот здесь. И снова закрепляем через ткань. Так, все перекрутилось у меня. Вот, все, я выровняла. Один раз мы прошли иголкой. Теперь максимально, так, все у меня тут нестабильно стоит. Максимально затягиваем и пытаемся еще раз иголкой пройти через эти же отверстия. Теперь я затягиваю. Снова выхожу иголкой. У меня бисерная иголка, она как бы немного прогибается, и я могу пролезть иголкой и вытащить ее. Не с первого раза, конечно, все получается, но
Здесь главное не зацепить бантик и не зацепить ткань. Вот, все, я просунула иголочку и хорошо затягиваю. Теперь иголкой прохожу в верхнюю часть, где у меня бантик, вот здесь, и мне надо пришить брошку за бантик. Закрепила нитку за бантик. И теперь пытаюсь пройти через отверстия вот эти вот здесь верхние. Делаем это аккуратно, потому что все цепляется. И теперь через отверстие рядом. Мне на камеру немножко неудобно, камера прямо у меня перед носом. Но нам надо вытащить иглу. Вот она. Видите, как бы я аккуратно не работала, все равно все цепляется, все тут путается. Сейчас распутаю и вернусь к вам. Вот я один раз прошла иголкой, теперь снова мне надо пройти через бантик, через среднюю часть бантика. И еще раз через серединку. Неудобно, но все возможно. Подлезаем как угодно. Вот видите, я ищу, где бы тут подлезть. Вот, снова нашла. И еще раз в отверстие рядом. Пытаюсь снова вытащить иголку, ничего не зацепив. Так, где моя иголка? Куда-то она уперла. Вот она, все. И теперь я еще раз креплю за середину бантика. И теперь делаю узел под бантиком. Я уже показывала, как делать узел под брошкой. Прохожу через среднюю часть бантика и вот эту нитку. Так, теперь она за брошку зацепилась. Вот так, раз, два. Два раза прокручиваю, придерживаю и утягиваю нить под брошку. И у меня есть узелок. И вы посмотрите, брошка хорошо держится. Мне осталось подрезать хвостики бантиков. Как вы заметили, хвостики я подрезаю в последнюю очередь. С одной стороны и с другой стороны. И вот что у меня получилось. И вот такие заготовки у меня получились. Мне очень нравится полученный результат. А вам? А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Творческих успехов и до скорой встречи. Пока-пока.